Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paykmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику в новой ветви истории персонажей. Сегодня я вам расскажу про Генри Хэнк Андерсон. Лейтенант Генри Хэнк Андерсон, главный герой видеоигр Detroit Become Human и второстепенный персонаж истории Коннора в игре. Он седой лейтенант полиции, который ненавидит андроидов, и его партнером является охотник за отклонениями по имени Коннор, один из трех главных героев игры. Хотя поначалу Хэнк относится к андроиду пренебрежительно, вскоре он начинает проявлять к нему более сострадательную сторону. Выяснится, что его ненависть к андроидам вызвана потерей его сына Куолла. Хэнк Андерсон, 53-летний сотрудник полиции, с отличием окончил полицейскую академию. Начал карьеру с должности патрульного. Быстро прославился храбростью и умом, раскрыв ряд сложных дел. 22 августа 2009 года был повышен до звания лейтенанта за совершение ряда громких арестов. Таким образом, стал самым молодым из тех, кого когда-либо занимали эту должность в Детройде. Однако в 2035 году случилась трагедия. Хэнк и его сын попали в автомобильную катастрофу, и последнему срочно требовалась операция. Данную процедуру пришлось выполнить андроиду, так как обычный врач в тот день пребывал в наркотическом опьянении от красного льда. К сожалению, операция прошла неудачно, и Коул не выжил. Андерсон пристрастился к спиртному и стал вести себя непредсказуемо, а зачастую и безрассудно, за что получил ряд выговоров и дисциплинарных высказываний. Всегда уважаемый своими бывшими коллегами, которые знают, каким блестящим офицером он был, но также боялись за его скверный характер и сухой юмор. Андерсон, похоже, просто хочет, чтобы его оставили в покое. Он мало ценит человечество, ведет асоциальный образ жизни, он отваживается посещать только грязные бары. Он живет один в своем доме вместе с лабрадором по кличке Сумо. Приглашаю вас посетить Бусти. Вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. Хэнк – высокий мужчина с седыми волосами и густой бородой. Из-за неправильного образа жизни и пристрастия к алкоголю у него есть пивной живот. У Хэнка всегда растрепанный вид. У Андерсона глубоко посаженные голубые глаза. В молодости у Хэнка были короткие коричневые волосы, как видно на фотографиях и изображении, которые появляются, когда Коннор сканирует Хэнка. Хэнк носит пиджак и джинсы с разноцветными рубашками. Когда становится морозно на улице и идет снег, он надевает коричневое пальто. Дома он носит либо темную русую толстовку с капюшоном, либо серую футболку и боксеры. В главе «Русская рулетка» игрок может самостоятельно выбрать рубашку для персонажа. Всего представлены 3. В стиле хиппи с разводами и полосатые. В начале игры Хэнк предстоит очень агрессивным, неприятным и постоянно ворчащим стариком. Вначале он не хочет общаться ни с кем, кроме бармена. Он часто срывается на Коннора, едва сдерживается, чтобы не побить напарника. Идея работы вдвоем с пластиковым уродом ему противным. Однако в дальнейшем он раскрывает как чуткий, веселый и очень преданный человек. Если игрок сможет выстроить дружбу между Хэнком и Коннором, то станет видно, что Андерсон по своему беспокоится о состоянии андроида. В самой хорошей концовке для детектива обнимутся. Хэнк когда-то был компетентным и целеустремленным человеком, лучшим в своем деле, высоко ценимыми коллегами, профессионально и лично. С момента смерти его сына он изменился, становясь грубым и жестоким, с низким мнением о мире и человечестве. Он злится на бесчувственных существ, которые выполняют все приказы без учета жизни как людей, так и андроидов. Постепенно Хэнк стал саморазрушительным
разрушает себя, страдает от алкоголизма и суицидальных настроений. Он вполне осознает свое состояние, заявляя, что он убивает себя. Хэнк смущен тем, что заказывает проститутку, хотя Коннор попросит его арендовать Трейси для того, чтобы он смог заглянуть к андроидам в память. Хэнк испытывает отвращение от дегустации Коннором тиреиммунной крови для судебной экспертизы. Хэнк также неоднократно показывает неосознанное желание, чтобы Коннор действовал гуманно. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Хэнк очень любит музыку в жанре heavy metal. Его любимой группой является Рыцари Черной Смерти. В голове русская рулетка при осмотре дома Коннора узнает, что Хэнк также любит слушать джаз, или любил в прошлом. Хэнк — единственный главный герой, который является человеком. Хэнк вводит Oldsmobile 1988 года, выпуска Cortex Supreme Caretta. После конфискации монеты Коннора, Хэнка позже можно увидеть практикующим трюки с монетами, если он дружит с Коннором. Хэнк испытывает трудности с использованием современных технологий и заявляет, что у него достаточно проблем с изменением настроек на собственном телефоне. Хэнк предпочитает реальные книги технологиями из-за их чувствительной привлекательности. Пароль Хэнка в полицейскую комнату для сбора улик — грёбаный пароль. Хэнк самостоятельно диагностировал оронофобию, боясь птиц. Хэнк любит пить черный шотландский виски. У Хэнка есть коллекция виниловых пластинок дома. Похоже, что Хэнк любит пончики о Мэнсли, так как их можно найти на его рабочем столе. Хэнк использует револьвер 357 калибра в качестве личного оружия, а на дежурстве полуавтоматический пистолет. Номер телефона Хэнка 1-555-43-66-82-273. Капитан Фаулер сказал, что книга дисциплинированных нарушений похожа на грёбаный роман. Если наладить с Хэнком дружеские отношения, то в главе «Вне закона» он отнимет у Коннора монетку, которую андроид постоянно подбрасывает для калибровки моторики и когнитивного анализа. Позже, немного понаблюдав за Хэнком, можно увидеть, что он пытается повторить трюки Коннора. По словам Хэнка, чем больше он узнает людей, тем больше любит собак. У Хэнка есть друзья, занимающиеся незаконными деятельностью, однако лейтенант это нисколько не смущает. В конце игры Хэнк становится более лояльным к андроидам и девиантам в частности. Если Коннор умирает минимум 2 раза, Хэнк скажет, что каждая смерть и возвращение андроида заставляет его думать о Коуле, в том смысле, что люди не воскресают, а андроида может вернуть. В главе «Последний шанс Коннор», в случае, если Хэнк враждебен по отношению к Коннору, после их второй встречи в доме лейтенанта первый совершит самоубийство, что подтверждает воем Сумо. И на этом история про Генри Хэнк Андерсон подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Fake Maker.